ОД Арт. Удивительно, как живо вы пишете кистью. У меня такой управляемый хаос получается, только если взять мастихин. А кистью все равно больше вырисовывает. Кисть, как мазок, не кладу, не умею еще. Но это совсем неплохо мастихином писать. Все великие писали мастихином. Он не только для того, чтобы счищать краску. Это же, как мастерок у штукатуров. Хоп, сразу большая плоскость закрывается. И самое интересное, что замес мастихином получается чистый цвет. Благодаря замесу. Потому что кисточка грязная всегда. Чтобы вы не делали. Если вы много краски берете на кисти, да, то, конечно, она может быть чище. Но когда вот речь идет о светлых мазках, светлых тональностях, то мастихин здесь прям впору. Так что я за то, чтобы объединять технику и мастихин включать в работу, и кисть, и салфетки, и палец, все что угодно, лишь бы достигать эффекта, который вот есть в мозгу. Мазофак: по какому критерию одна картина не должна быть похожа на другую? По сюжету, по тематике, жанру? Да нет, дело не в этом. Или по техническим параметрам, по общему тону, по тональным отношениям, по цветовой температуре, колориту. Да, я имею в виду композиционному построению, манере, стилю письма. Но вот когда вы выстраиваете работы на худсовет, я не знаю, вы хотите повесить на выставку, нет никакого худсовета, кроме вас. Просто вы их выкладываете, я не знаю, в дома, в мастерской и смотрите на них. Просто с пристрастием посмотрите, нет ли знакомых цветосочетаний. Есть же излюбленные краски, приемы технические, наложение цвета в том числе. Бывают картины легкие, светлые, тяжелые, если вы пишете темное время суток, да, средние, когда полный диапазон задействован от темного до самого светлого. Когда темное — это среднее до самого светлого, или не до самого светлого, туман, например. То есть подбирайте работу на выставку так, чтобы они были все разные. Так и здесь. Вы все работы свои знаете. Но пусть они будут технически более привлекательны, более разнообразны, не одинаковые. Как женщина меняет все время прическу. Нельзя же с буклей все время ходить. Иногда хочется химию накрутить, иногда вообще сбрить на лысо. А почему нет? Иной раз смотришь на работы знакомых художников. Вот он берет ФЦ, и в зелени у него всегда ФЦ. Всегда. Можно же решить как-то по-другому зелень. Может быть, даже через ультрамарин. Или черную его замешать. В кои-то веки с охрой или с желтой какой-нибудь. Черный. Посмотрите, другое просто решение будет, другая гамма. Я об этом говорю. Или все плотно записано, все разрисовано. А какая-то работа легкая, просто намеки и все, и достаточно. Какие-то линии, несколько мазков, пусть будет так. Сарочка, вы когда-нибудь были на пленэрах в Кисловодске, Пятигорске? Может, планируете? К сожалению, не был. Но это очень интересно, горы, и с радостью побывал бы. Ирина Солоба, я знаю, что этот вопрос не очень правильный, но сколько времени у вас заняла работа над портретом? Речь идет об этой работе, называется «Часовщик». И Елена Гаевская: что вы использовали для уточнения рисунка портрета часовщика? Не фломастер же, именно фломастер, только он там заполнен масляной краской. Продаются на Валбересе, я купил 600 рублей, по-моему, 3 штуки, синий, черный, синий-белый и красный. Но я могу ошибаться, может быть, и одна стоит столько, одна эта штука. И второй вопрос: это портрет на заказ? Нет, не на заказ, писали по фото, использовали проектор на начальном этапе. Я на начальном этапе не использовал проектор и ни на каком этапе. Характер. Я просто зашел в часовую мастерскую не так давно и увидел вот этого человека. Там не разместишься с холстом, тем более с большим. Да, я его сделал несколько фотографий. В общем-то, незаметно. Он и не заметил, потому что он был вовлечен, у него губа вот эта отвисшая. И, конечно, я не люблю писать по фото, но это яркий персонаж. И что тут делать?
нужен, безусловно, большой опыт, чтобы не списывать с фотографии то, что ты делаешь. Несколько фотографий достаточно разместить вот эти вот часы на заднем плане, там, создать композицию из того, что я видел. И не надо бояться писать с использованием фотографий, потому что в жизни не всегда лояльно, чтобы ты стал и писал, тем более человека, да, и тем более в какой-то сложной позе, в характерной, в которой он там на секунду застывает. Нужно использовать фотографии. Тот же Фешин Николай, посмотрите, вот эта работа явно написана с использованием фото. И он ездил по разным странам, когда уже в Америке был, путешествовал и снимал, делал снимки, фотоснимки, чтобы потом использовать их как материал. Когда наработан опыт портретный, то не так важно наличие натуры. Сюжет, образ, характер могут быть настолько сильны, что вот жалко, да, бывает, что не оказалось под рукой фотокамеры. Сейчас у всех телефоны, поэтому всегда можно украдкой как-нибудь там снять, если прям яркий персонаж. Вот. По поводу использовали проектор. Если для вас актуально сходство, то, конечно, проектор нужно использовать. Здесь персонаж мощный, поэтому мне просто он не понадобился. Я взял карандашом, и не в моих правилах делать такой сильно подготовительный рисунок, но я начал это делать в таких сложных композициях, и это, конечно, в помощь. Вспоминая того же Врубеля, он как-то сказал, что рисунок готов, теперь можно это весело раскрасить. Конечно, задача всегда, чтобы не уйти в раскраску, а писать произведение, ставьте всегда планку высоко. Сколько заняла по времени? Наверное, неделю постоял холст на мольберте. Время от времени я его подходил, с ним работал. Больше ничего не делал. Конечно, я за то, чтобы, еще раз напомню, за то, чтобы к рисунку относиться максимально серьезно и иметь с собой всегда блокнот, рисовальные принадлежности. Куда вы не идете, так, есть намек, что я там где-нибудь полчаса посижу в кафе, например. Вытащил и потихонечку порисовал. Я вам покажу в конце ролика наброски, которые я делаю перьевой ручкой. Тоже заказал на Валбересе. Если кому-то интересно это, я могу оставить в телеграм-канале ссылку на приобретение. Но вы можете так набрать перьевая ручка для каллиграфии. И она широкая, там, по-моему, 6 миллиметров самая широкая, она с картриджами. Но эти картриджи легко заполнять шприцем с чернилами. Я заполнил, и она в бою всегда в строю. Уникальное изобретение. Она позволяет, вытащил и работаешь сразу, делать широкую линию, тонкую линию. Замечательное, просто. И поскольку в живописи у нас самое важное рисунок, то я за то, чтобы рисовать все время, вы это поняли. И для вас у меня подарок, вот он 10 дней будет продолжаться, скидка на мои уроки по наброскам. Почему это важно? Потому что я не за то, чтобы просто рисовать неумело, а чтобы отточить это умение. И там в каждом уроке, их 3 по рисунку набросков, есть конструктивная часть, то есть разбор конструкций. И рисовать нужно сначала, видя в каждой форме конструкцию, ее нужно передавать, а не невидимые какие-то там линии, которые красивые, они сносят крышу, и вы, в общем, теряетесь в форме, форма искаженная, и потом, вот у меня ничего не получается. Так вот, чтобы это получалось, я предлагаю обратить внимание на вот эту акцию и на эти уроки с набросками. Посмотрите, пожалуйста, анонс 2-го урока. Первый я вчера показывал. Друзья, я записал 2-й урок по наброскам карандашом. Есть некий прием, универсальный прием рисования объемов, который поможет вам избегать ошибок в рисунке. Это практический урок, то есть вы берете карандаш, бумагу и рисуете вместе со мной, изучаете фигуру человека. Почему человека? Потому что это самая сложная форма в пространстве. И научившись рисовать ее, а я предлагаю довольно сложные ракурсы, вы сможете нарисовать все, что угодно. 2-й урок сложнее, чем 1-й, потому что ракурсы сложнее.
Но прием, который я показываю, позволит справиться с ними. За дело, друзья. Ссылка на школу в описании к каждому видео. Смелее нажимайте на нее. Справа на сайте, если возникнут проблемы, есть пошаговые инструкции, как купить урок. Также в эту акцию входят уроки над портретами. Их 5. Обратите на них тоже внимание. То есть мы рисуем и мы пишем, изучаем, как это делать, как вести работу так, чтобы она была сочной, так, чтобы рисунок не страдал. Ну, в общем, предлагаю зайти на сайт. Туту Трип. Подскажите, пожалуйста, как начать пошагово светлую живопись? Какие ее особенности и правила? Очень нравятся ранние работы Бато и Ветты Лохматовой. Знаю, это очень непросто. Страдаю из-за отсутствия света на моих работах. Дайте совет какой-нибудь. Спасибо. Спасибо вам. Туту Трип. Начинайте с темного. Вот если вы хотите прям совсем светоносность, берите темное в полсилы. Ну, не черное, а серое в тоне, да? И от него шагайте в сторону света. Вот и будет светоносность. Никуда она не денется. И сочетайте внимательно, когда пишете. Смотрите, тепло-холод, тепло-холод. Это не значит, что прям синее, там, я не знаю, желтое или охристое. Нет. Это сложные цвета. Они могут быть в сторону теплее, в сторону холоднее. Но работают тогда цветовые пятна, когда это учитывается. Многие это просто не учитывают, пишут, как пойдет. И, конечно, каждый из нас знает, что 2 пятна могут быть одного тона, но они будут работать тогда, когда они отличаются по теплохолодности. Так что, ну, вот это основной принцип. Я хочу заразить вас рисунком, и не для того, чтобы продавать их, а для того, чтобы вот скетчбуки у вас есть, чтобы они наполнялись жизнью. Вы просто будете получать удовольствие от того, что вы не просто глазеете по сторонам, а изображаете, создаете новую рисовальную реальность в ваших ощущениях, в наших. И попутно, естественно, вы развиваете мастерство, которое пригодится в живописи. Не забывайте подписываться на канал, если вы это еще не сделали. Нажимайте кнопку «Нравится», комментируйте, задавайте вопросы. И предлагаю вам посмотреть еще одно кино на актуальную в сегодняшнем разговоре тему. Называется «Светлая палитра». Ну, пока.